Горбокс неплохо залетает, и собирать инфу по этой игре и быть для вас Аполлону во всей красе мне очень нравится, потому что я Мерседес. Так как в первой части фактов вы набрали просто огромный актив, я решил сделать вторую часть. К тому же в этом видео будут факты от прошлых комментаторов, за что им большое спасибо, ведь некоторые из этой игры я правда не знал. Но перед началом вот мой топ комментаторов с прошлого видео. Хотите попасть в ролик? Тогда можете написать какую-то хуйню в комы, и если это будет действительно редкостная хуетень, то поздравляю, вы в видео. Если выкинуть одно оружие вблизи с двумя NPC, которые могут его подобрать, то с каким-то шансом они подберут его вместе и в итоге размножат само оружие. Мутанты могут зомбифицировать тех, на кого нападают, хотя неподвижные NPC все так же будут неподвижными, даже после зомбификации. Все, кто не успел вылечиться после укуса мутанта, через время становятся зомби. Еще в чуть более старых версиях, при повреждении середины спины NPC, они полностью отключали функцию ходить, из-за чего буквально превращались в овощи. Это можно было сделать просто рукой, но в новых версиях добавили текстуру вырванного позвоночника, поэтому теперь ударить рукой в спину недостаточно. Используйте дробовик. Вирус Ункоха может заразить кого угодно, даже самого живучего Гаредала. Хотя я вам не говорил, но сильных NPC нельзя заразить привычным способом через укус, так как в конечном итоге бога разорвет, как и NPC пулеметчика, а шприц справляется как надо, и на выходе мы имеем крайне сильных мутантов, один из них овощ. Уже об антидоте. На мутантах он действует как яд, превращая их в мультифрукт, и хватает даже одного шприца, чтобы завалить черного мутанта. А вот на инфицированных он либо не работает, если NPC уже превратился, либо убирает действие Ункохи, если NPC в процессе трансформации. При вводе команды Revengeance активируется суперудар, который ваншотает почти всех с одной тычки. Меня немного бесит этот факт, но при этом он все же добавляет к игре небольшой живости. NPC могут хвататься за случайные предметы и поверхности без чьей-либо помощи. То есть вы можете тащить еле живого Гаредала куда-то по делам, а потом обернуться и понять, что еще вначале он зацепился за какой-то кусок дерьма и теперь вам нужно за ним возвращаться. По всей карте Desert Bridge разбросаны радио. Ладно, не по всей и не разбросаны, их всего две, в которых играет одна и та же музыка. И если вы смотрели прошлые факты, она есть на пластинках и называется Cupta Affirmative. Ну а еще радио можно заспавнить и заметить, что запись на них не синхронизируется, а значит это либо недоработка, либо радио не в прямом эфире. Так, все, я высморкался. С помощью огнетушителя можно потушить огонь, но, к сожалению, чтобы огнетушитель использовать, в него надо выстрелить, и потушить почти взорванную машину он не может. Воздушные шарики ломают кости любого NPC, как и веревки. Хуй знает почему, ведь крови нет, но даже прицепив шарики к кисти, неигровой персонаж превращается в дресню. Если зайти на карту, взять какой-нибудь мод для артефакта, это если что, вот это хуйта, чекайте прошлое видео, а потом выйти в меню, то на артефакте, который в меню, будет отображен последний мод. В игре есть металлодетектор, который реагирует на предметы у игрока. Он будет сигналить всегда, когда вы проходите через него. Но если выкинуть все оружие и выйти из креатив мода, из-за чего у вас пропадет артефакт, то сигнала не будет. Все знают, что если NPC пробить горло, то в конечном итоге он умрет. Задыхайся в агонии. А если кто-то помнит, то в старых версиях его можно было вылечить, но тогда бы NPC вечно издавал звуки захлебывания. Однако в новых версиях, как и не лечи его, то он в конечном итоге все равно умрет. И единственный способ оставить его в живых – это превратить в мутанта. В этом случае NPC сможет обмануть смерть. И отсюда же вытекает еще один факт. Обычным мутантам, если пробить горло, то, как и все NPC, они умрут. Ну а зомбифицированные черти, которые были уже убиты, смогут выжить. Да, они потом откинутся от потери крови, но это будет очень нескоро, да и дырку им легко залатать. Раньше заключенные маньяки появлялись с молотками, топорами, битами и так далее. Сейчас это пофиксили. Большая дверь на карте Facility открывается с помощью кнопки из комнаты наблюдения. И по факту, если вы как-то окажетесь в большой комнате один, то выбраться без креатива у вас не получится. С помощью молотка можно чинить потрепанные машины и, конечно, вертолет. Но вмятины и разбитые части от стекла и колеса отремонтировать не получится. На данный момент горящие NPC продолжают гореть под водой, и единственный способ потушить огонь – это 10-й факт. Поначалу я думал, что алкоголь единственный здесь безопасный предмет, но как оказалось, если Гаредал выпьет слишком много, то вскоре умрет от отравления. А вот мутанту поебать на это, потому что он Сигма. Максимум чего вы добьетесь, это пьяного батю. И как же без моего любимого бонуса? Чтобы монстры не лезли ко мне под кровать, я мажу дерьмо по стенам.
Мне надоело писать ебучую концовку к видео, поэтому если вам так надо, посмотрите концовку прошлого видео, там она неплохая. Думаете, мне лень? Да, но я просто коплю силы для написания фанфиков, так что оцените меня. Хуяк!